Совсем скоро сборная Грузии начнет путь в квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года. Шансы есть, 6 матчей за 3 месяца. Кто будет бороться за эту путевку, кого вызовет Санюль, давайте разбираться еще до официальной заявки. Погнали! Друзья, всем привет! Ну вот, лето подходит к концу, и, знаете, кто-то, может быть, грустит по этому поводу, но уже национальные чемпионаты возвращаются, Еврокубки возвращаются, и возвращается сборная Грузии. Последний официальный матч был в марте, вы помните, против сборной Армении, и такой огромный промежуток без официальных игр, почти 6 месяцев. Признаюсь, я вот после финального свистка матча с Арменией уже ждал вот сентября, предвкушал этот отбор. Вы помните, как прошла жеребьевка? Болгария, Турция и Испания. Именно такие будут соперники у сборной Грузии. И вот сентябрь уже не за горами, 4 и 7 сентября. Вот всего 3 дня, которые определят вообще будущее грузинского футбола, не побоюсь этого слова, потому что в случае 2 побед Грузия может приблизиться к мечте, попаданию на чемпионат мира по футболу, ну а в случае поражений, конечно, будет печально и вообще не знаю, как жить дальше. Давайте разбираться сейчас, какой выбор есть у Вилли Саньоли, кого вообще можно позвать, кто в какой форме, потому что то, что было в марте, то, что было летом, уже поменялось, и не все игроки получают игровую практику, и не все смогут приехать на эти отборочные матчи. Давайте смотреть по порядку. Ну, для начала я хотел бы вам напомнить состав сборной Грузии в прошлом официальном матче, как раз-таки против сборной Армении. Вы видите традиционно Мамардашвили в воротах, Цитайшвили, Какабадзе по краям, Гогличидзе и Кашия в центре, Кочурашвили, Меквабишвили. И линия атаки Кварацхелия, Китаишвили, Чеквитадзе и Микаутадзе. Ну, давайте возьмем этот состав как отправную точку в нашем анализе. А вас призываю поставить лайк, обязательно подписаться на канал. Хочется 20 тысяч пробить еще до матча сборной Грузии, потому что после игры мы точно пробьем, мы там и на 30 пойдем. Но давайте сейчас попробуем покорить первую вершину, как и сборная Грузии. Итак, продолжаем. Давайте начнем с того, вообще, какие проблемы есть у сборной Грузии. Георгий Чеквитадзе, игрок Уотфорда, он уже точно не приедет в расположение сборной Грузии. И тут, конечно, Вилли Саньолю будет над чем поломать голову, потому что, ну, все-таки это был основной игрок. Это игрок, твердый игрок основы, и который очень много креатива добавлял. Может быть, сам не так много забивал, хотя, знаете, на крыльях атаки часто убегал. И против Армении мы тоже это видели. И его голы, и его передачи, в общем, чего только не было. Ну, вот сейчас придется обойтись без него. Безусловно, это потеря. Смотрим дальше по линии атаки. Микаутадзе в полном порядке. Он стал основным футболистом Лиона. И мы видим, что он регулярно выходит в старте, получает 90 минут. Он забил первый гол Лиона в чемпионате Франции. Он забивал постоянно на сборах. Вот на выходных была встреча Абуашвили, Цитайшвили и Микаутадзе. К сожалению, для 2 других Георгиев из Меца она была не такой удачной, но команда Жоржа уверенно выиграла со счетом 3-0. И пусть Георгий ничего не забил, но тем не менее он еще один матч такого высокого уровня получил. Идем дальше. Левый фланг Кварацхелия. Ну, что здесь сказать? Немного тревожно, потому что вы слышали про то, что он не попал в заявку на матч чемпионата Франции, который проходил в эти выходные. Как будто бы травма несерьезная, и Саба Сапанат записал, что он должен вернуться уже вскоре, буквально в понедельник приступить к тренировкам. Но, знаете, судя по тому, что мы видели в матче Суперкубка, наверное, не в самой лучшей форме сейчас Хвича, и до матча остается совсем чуть-чуть, буквально 2 недели. Будем надеяться, что он успеет наверстать, потому что от него будет очень много зависеть, и как от такого морального лидера команды, и от футболиста, который может создавать креатив, разгонять атаки, ну и создавать голевые моменты, безусловно. Идем дальше. Отар Китаишвили. Прекрасное начало в чемпионате Австрии. Постоянно забивает в каждом матче. Куча голов. Штурм идет хорошо. Но вот такая трагедия в Лиге чемпионов. 0-5 от Боде Глимт в первом матче. И, конечно, наверное, придется Отару и его команде играть уже в турнире послабее в Лиге Европы. Но ничего, в прошлом году Лига чемпионский опыт получили. Мне кажется, что Отару, конечно, стоило бы поменять чемпионат, но, видимо, останется он сейчас в Австрии. Тем не менее, он получает игровую практику, регулярно забивает, раздает. Это прекрасно. Смотрим центральную ось того же матча Кочурашвили и Меквабишвили. Мне кажется, вот эти парни вообще в полном порядке. Георгий получил больше игрового времени в матче чемпионата Португалии. Непростой там был сценарий с Националем. Пропустили первые. И вот потом
основной футболист, ну, сейчас основной, японский футболист Морита получил травму, был заменен как раз-таки Георгием при счете 0-1. Потом хозяева получили удаление и 4 мяча забил Спортинг во втором тайме. Георгий, к сожалению, не поучаствовал в этих забитых мячах, но видно, как он круто влился в команду. Видно, что это другой уровень. Это уже не Леванте, который, кстати, с Барселоной рубится до последних минут. Но, тем не менее, Георгий заявляет о себе в Спортинге. Он будет играть тоже в Лиге чемпионов. Состояние у него сейчас, физическая форма прекрасная. Я думаю, что здесь вопросов никаких быть не может. Анзор Миквабишвили регулярно появляется в составе Университета Краева и борется за попадание в групповой этап Лиги конференции. Вот сейчас, например, на выезде его клуб обыграл Истанбул Башакшехир, который закупился футболистами уровня Шамуродова и Файзулаева и, в общем-то, сам хочет играть в группе, но, вы знаете, победа 2-1 и отличные шансы. Анзору доверяют нерегулярное место в основе, но тем не менее, вот, например, в матче прошлого раунда против Спартака из Тернава, когда сенсационно в ответке румыны получили очень много и пришлось срочно менять игру тренеру гостей, Анзор отдал голевую, с которой был забит, можно сказать, решающий мяч, и румынская команда смогла пройти дальше. Ну, в общем, и в чемпионате Румынии Анзор играет, и я думаю, что он к этим играм будет готов очень даже хорошо. Давайте посмотрим на игроков обороны. Отар Какабадзе. Блестящее тоже начало сезона. Не так блестящее, может быть, как Китаишвили, но он капитан своей команды. Краковья в Польше. Адаптировался, давно там играет. И вот сейчас результаты у команды разные. Ну, Отар в полном порядке. Раздает голевые, забивает сам. Но посмотрите на его статистику. Это не может не радовать. Смотрим дальше. Гурам Каши. Он играл только в Еврокубках. Видимо, Владимир Вайс, который, кстати, до сих пор сожалеет, если вы не знали, о непопадании сборной Грузии на чемпионат Европы, когда македонцам, помните, 0-1 проиграли без Хвичи. Вот он на пресс-конференции в Алмате признался, что, вот знаете, у меня есть два сожаления. С Кайратом не выиграл чемпионат Казахстана, и вот с Грузией не попал на чемпионат Европы. И вот, наверное, он хочет сейчас помочь, как может, чтобы Грузия попала на чемпионат мира, и поэтому Гурам Каши играет только в Еврокубках. В чемпионате Словакии вместо него появляется другой футболист, но, наверное, тоже немножечко Гурама берегут для сборной. Очень важная фигура, не дай бог, какое повреждение или травма. Вот Чиквитадзе, например, и минус Каши, это было бы уже серьезно. Поэтому Гураму желаем здоровья. Смотрим дальше. Саба Гугличидзе. Он поменял Эмполи на Удинезе, уже успел дебютировать за свою новую команду в матче Кубка Италии. Я думаю, что и в чемпионате Италии получит свои игровые минуты. Но вот не знаю, стоит ли нам ожидать его появления в старте. Есть еще Лука Лочашвили, который сейчас после перехода в Нюрнберг постоянно играет. Неудачно выступает в Нюрнберг, но Лука в хорошей форме и играет именно на позиции центрального защитника. Поэтому, ну, кто знает, может быть, мы его увидим в старте, например, а не Гагличидзе. Ну, посмотрим. И левый фланг был в старте в матче с Арменией Георгий Цитаишвили. Он сейчас игрок Меца, на него большие возлагаются надежды, но Мец пока смотрится неважно. Смотрел я обзоры матчей Меца и первую игру, и вот сейчас с Лионом. Ну, слабенько, но стоит сказать, что в принципе Мец и по стоимости состава один из аутсайдеров Лиги 1, поэтому, ну, глупо, наверное, было бы ожидать чего-то другого. Давайте посмотрим еще, о ком я не сказал. Наверное, стоит отметить, что 4 футболиста сборной Грузии сейчас вообще без клубов. Это Лаша Двали, Ника Квикискири, Георгий Гвелисяни и Сандро Алтунашвили. Причем, ну, это, знаете, не какие-то игроки запаса, это, в общем, игроки основной обоймы, и у них сейчас просто нет клубов, и то есть по факту они нигде не играют, и очевидно, что их физическая форма далека от оптимальной. Это, конечно, потеря. Мне кажется еще, что Георгий Гулиашвили тоже, конечно, засиделся в чемпионате Боснии. Опять он принимал участие в Еврокубках, вроде бы неплохо себя проявил, но Сараево проиграла как раз-таки, кстати, университете из Краева, где играет Анзор Миквабишвили. Вот еще один такой грузинский матч был, грузинское дерби уже в Еврокубках, но, к сожалению, один из грузин должен был покинуть Еврокубковый турнир, и это был Георгий Гулиашвили. Надеюсь, что он еще до закрытия трансферного окна, хотя осталось совсем мало, успеет куда-то заскочить в другой чемпионат. Ливан Шенгелия, наверное, был бы в порядке, если бы чемпионат Греции начался уже давно, но, к сожалению, он начинается только вот на этих выходных, и я не знаю тоже, в какой он будет форме.
и стоит ли ему доверять место, например, в основе. Кстати, можно сказать еще про Георгия Квилитая, который в 4 матчах квалификации Лиги конференций 3 мяча забил, и как будто бы тоже в полном порядке. Ему 31 год. Ну, за то время, что я активно слежу за сборной Грузии, я не помню его в старте, но как игрок такой усиления, мне кажется, он вполне может помочь грузинской команде. Буду Зевзевадзе играть за Хофенхайм, как будто бы все у него в порядке со здоровьем. Вот в первом матче Хофенхайм выиграл 5-0 на выезде в кубковом матче. И вот сейчас 1-3 проиграли Вольфсбургу, к сожалению, без результативных действий у Буду. Если говорить еще о том, кто мог бы усилить этот состав, безусловно, Зорико Давиташвили, который никак не найдет себе новую команду, не зная, там, что не получается, что не срастается, но остается он до сих пор в Сент-Этьене, и, несмотря на все эти скандалы, продолжает забивать за Сент-Этьен. Уже 2 мяча в 3 матчах нового сезона. Напоминаю, что Сент-Этьен в Лиге 2 сейчас играет, и вот буквально вчера отличился Зорико Давиташвили, и этот мяч оказался даже победным, со счетом 1-0 Сент-Этьен выиграл. Поэтому Зорико, ну, может быть, теоретически, учитывая, кстати, его связь с Хвичи, их давние знакомства и их сыгранность, вполне может выйти в старте. Почему нет? Ну, посмотрим, что здесь предложит Саньоль. Еще один интересный футболист, на мой взгляд, это Георгий Гучалиишвили, который не так много получал времени. И сейчас, учитывая, что справа есть мощный Какабадзе, и, наверное, Лочушвили там тоже может выйти. Не факт, что он, конечно, появится в старте, но перейдя в немецкую Бундеслигу, в Гамбург, я думаю, это будет еще один шаг для Георгия. Сейчас процесс адаптации, я думаю, у него будет не такой долгий, потому что, в общем-то, чемпионат Дании и вообще пребывание вот в такой европейской среде уже позади, то есть вот этот период первой адаптации позади. Ну и переезд из Дании в Германию, я думаю, будет гораздо легче, чем, например, из Грузии в Германию в ту же. Гучалиишвили, кстати, уже дебютировал за Гамбург в матче Кубка. Вот чемпионат Германии только стартует. Посмотрим, как он там себя проявит. Но, кстати, в отличие, вот, например, я сказал про Ливана Шенгелию, который только сейчас чемпионат Греции стартует, и он там начнет играть. Георгий Гучалиишвили сыграл-то еще за Шахтер. Там не так много было, но он как бы подходил к матчам Еврокубкам, к матчам квалификации именно с Шахтером. Поэтому я думаю, что у него физическая форма тоже будет в порядке. Ираклий Азаров, еще один футболист, который, мне кажется, вполне может усилить даже основной состав. К сожалению, не доверяют ему в Шахтере, не получает он там особо игрового времени, но на молодежном чемпионате Европы мы с вами прекрасно видели, что этот игрок может решать эпизоды, может вести партнеров вперед и может создавать остроту. Мне кажется, он был одним из лучших в составе молодежной сборной Грузии, и я думаю, что Саньоль вполне может на него рассчитывать в определенных обстоятельствах. Ну, конечно, у молодежки будут свои матчи, но, если я не ошибаюсь, то по возрасту уже Ираклий из состава Ю-21 должен выйти, но вот ждем, что Саньоль вызовет его в основу. И, конечно же, не будем забывать про Сабу Лобжанидзе. Пожалуй, это один из немногих футболистов, у которого межсезонья-то и не было, потому что МЛС играет все лето. Там сезон весна-осень, и даже чемпионат Грузии останавливался, да, на какое-то время, там больше месяца была пауза. А Лобжанидзе все это время играл. Да, играл по-разному, где-то успешно, где-то менее успешно, но он там забивал и отдавал голевые передачи. Может быть, Саба не так стабилен, как бы хотелось, и, наверное, я не вижу прямо игроком основы его, но вот выпустить где-нибудь на 60-й, 75-й минуте, вот там вот в качестве вингера, мне кажется, что вполне можно. Вот если говорить про игроков, пожалуй, это все, да, что я хотел сказать. Есть еще Георгий Квернадзе из Фрозенона, игрок молодежной сборной Грузии, мощный футболист. Мне кажется, что вот условно какая-то тактика, например, ну, давайте сейчас не будем состав гадать, да, ну, футболисты типа Квернадзе, Зевзевадзе, два мощных футболиста в атаку против тех же турков, где мощные защитники, и вообще там, я думаю, будет борьбы очень много. Я думаю, что можно было бы попробовать. Но, с другой стороны, есть быстрый Жорж Микаутадзе, техничный, который, я напомню, что ворота сборной Турции единственный мяч на Евро в свое время и забил. Мы еще не сказали про Георгия Мамардашвили, который, к сожалению, особо не получает игрового времени в Ливерпуле. Я уверен, он его будет получать, но вот сейчас, перед такими решающими матчами, насколько Георгий будет, знаете, вот в тонусе в игровом, насколько он будет сконцентрирован, это, конечно, вопрос, ну, на который ответ мы узнаем уже во время матча сборной Грузии, но я думаю, что никто не сомневается, что именно Мамардашвили будет первым номером. Давайте подведем итог. В каком составе сборная Грузии выйдет на матч против Турции? Ну, потому что про Болгарию рано говорить, будет зависеть
зависеть от исхода, конечно же, первого матча. И я повторюсь, что я делаю этот прогноз, не зная даже заявки Саньоли. Ну, давайте попробуем предположить. Ну, очевидно, что в воротах должен быть Георгий Мамардашвили, два центральных защитника. Я рискну предположить, что все-таки Каша и Лочошвили, потому что Гугличидзе пока только набирает, у него толком и матчей не было, а Лочошвили, посмотрите, в какой он прекрасной форме и сколько матчей он уже провел. Ну, возможно, здесь будет зависеть и от того, как игроки себя проявят последующей неделе, потому что еще все-таки 2 тура есть, в том числе у Гугличидзе, чтобы себя проявить. Справа будет как Абадзе, мне кажется, вне всяких сомнений. Слева мог бы сыграть Ираклий Азаров, но он не получает особо игрового времени, поэтому, наверное, все-таки выйдет Цитаишвили. В центре, я думаю, что Кочурашвили, Меквабишвили, здесь нет сомнений. Китаишвили в опорной зоне, опять же, нет сомнений, дай бог, чтобы без травм все было хорошо. Кварацхелия уверенно восстановится, на острие атаки Микаутадзе. Ну и справа, наверное, Зурико Давиташвили, хотя варианты возможны. Вот такое у меня предположение. Я, конечно, не супер эксперт, чтобы точно прямо угадывать составы, и, наверное, всех возможностей футболиста сборной Грузии не знаю. Если вы считаете иначе, пишите ваше мнение. Считаете ли вы, что Гугличидзе готов, например, выходить в старте? Считаете ли вы, что Цитаишвили лучший вариант для левого фланга, или есть какие-то варианты еще? Вот, например, про Георгия Абуашвили, игрока молодежной команды, тоже, мне кажется, его можно подтягивать к основе, но, наверное, в старте или даже на замену пока выпускать рано, но вот так вот адаптироваться, привыкать к сборной уже можно. Друзья, вот такой выпуск перед объявлением состава сборной Грузии. Ждем с нетерпением, ждем матчей. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, смотрите репортажи из Тбилиси. Нах вам дис.